Это орхидея не жилец, друзья. Так многие говорили, зрители нашего канала, после того, когда у нас 3 года назад погибла прям вот буквально за считанные часы вот эта вот орхидея. Но эта орхидея, несмотря на то, что обладая ореолом таким, орхидеи суицидницы, которая просто на ровном месте берет и вот так вот раз и отправляется в Орхо-рай, уже когда она начала распадаться на части, я в интернете заказал вторую такую орхидею, и мы вместе с вами распаковали, по-моему, уже 3 года назад новую орхидеечку, и при распаковке было очень много скептических замечаний в том, что и эта новая орхидея погибнет, потому что не зря она носит имя такое за глаза: орхидея суицидница. А это, друзья, я вам сейчас показываю памятник той самой орхидеи, орхидеи Джены. Да-да, сегодня речь пойдет о Джене и еще об одной орхидее не жильце, при жизни которых большинство зрителей нашего канала отправили в Орхо-рай, не дождавшись этого события. Так вот, я 3-й год, друзья, храню вот этот памятник. Памятник невнимательности и памятник тому, что периодически, даже не периодически, а постоянно нужно смотреть за орхидеями, проверять их хотя бы раз в 3 дня, а не раз в неделю или не раз, как у меня часто бывает, в 2 недели, когда подходит время полива. А нужно постоянно, желательно каждое утро, осматривать свои орхидеи. Ну, понятно, когда их там с десяток другой, это не проблема. Когда их там 300 с плюсом, это существенное обременение. Ну что, друзья, как вы уже поняли, вы угадали, вот она стоит, та самая вторая Джена, которая бабочка, вот такая вот красотка. Сейчас мы ее посмотрим вместе с вами. Цветет она уже очередным домашним цветением. Ей 3-й год. 3 года, ну получается 3 года назад почти у нас произошли те трагические события. И вот сегодня я делаю обзорчик орхидеи, которая у нас в закрытой системе. Это Джена. Она, ну, как вы видите, цветет и здравствует. Вот такая красотка. Я делаю сейчас обзор этих орхидей. Почему? Потому что, ну, просто заклювали в комментариях: покажи, 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 покажи. Есть еще одна орхидея, 3-я, самая такая востребованная, это фантастическая жемчужина биглип сиреневый. Но с ним немножечко у нас растянулась история реанимации. Почему? Потому что он у нас, как орхидея Феникс, дважды погибал, и дважды мы его 2-й раз вот воскресаем. И процесс воскресения, друзья, идет очень-очень долго. Поэтому, чтобы, знаете, я суеверным уже стал, чтобы его не сглазили, я жду, когда он более-менее окрепнет, чтобы можно было его показать. Поэтому дождитесь, наберитесь терпения, фантастическую жемчужину вы увидите. Ровно так же, как сегодня пришло время посмотреть на Джену вторую, которую тоже все еще на стадии покупки и распаковки этой орхидеи записали в трупике, что она покончит жизнь самоубийством. Но, тем не менее, друзья, она цветет уже вторым домашним цветением. Это ее 2-е домашнее цветение, потому что при первом мы ее купили, она была завядшая такая. Мы ее обихаживали, потом мы ее пересаживали. И вот после пересадки она 1-й раз у нас зацвела, вот сейчас она 2-й раз цветет вот в этом вот фужере стеклянном. Посмотрите, какая красота. Это, друзья, ну, чтобы быть точнее, Fuller's Gold Strips название этой орхидеи.
Вот ее, я сейчас вот так вот нажму. Вот она, ее официальное название этой орхидеи. Глаза прячу, чтобы камера фокусировалась. А в народе, друзья, ее называют Джена. Это вот такая вот Джена. Вот. Пока она еще не ароматит, потому что заароматит она даст легкий аромат, когда распустятся все у нее бутончики. Ну, сейчас вот настал тот момент, когда, в принципе, можно уже показать, сделать такой вот небольшой обзорчик этой красотки. Она красивая, она обалденная, просто обалденная. Чем-то еще, знаете, напоминает, ну, только немного меньше размером она напоминает Лека Будда. Вот, Лека Будда. Ну, это на мой взгляд. Вот такая вот она. Со всех сторон я вам показываю. Растет она у нас. Посадка, кстати, значит, к слову, у нас есть плейлист, который называется «Пересадка орхидей в керамзите с кокосовыми чипсами». Так вот, вот это вот у нас Дженочка сидит в той самой посадке. Керамзит с кокосовыми чипсами, закрытая посадка, вот, без махового фитиля, а вот так вот классически смешано 50 на 50. Кстати, это не единственная посадка, у нас еще игристый сидр в такой же посадке, вот он на заднем плане, вот он темный, я не знаю, видите, не видите его, он тоже у нас кокосовые чипсы с керамзитом. То есть, ну, чтобы вы понимали, мы не в прошлом году начали сажать, потому что мы в прошлом году, помните, несколько уценок посадили и завели отдельно плейлист с кокосовыми чипсами, керамзитами. Орхидеи прекрасно растут в этих грунтах. Ну, в общем, вот такая, друзья. Кто просил Дженочку, вот она, пожалуйста, во всей своей красе. Джена, и никакая она не суицидница. Просто бывают иногда трагические стечения обстоятельств, и когда нужно просто тщательно и часто осматривать свои орхидеи на предмет появления каких-либо болячек. И если вдруг появляются какие-то гнили грибковые либо бактериальные, то своевременно и быстро реагировать. Но по гнилям это уже отдельная тема, которая у нас есть, болезни орхидей. И это у нас отдельный плейлист на канале. И теперь, друзья, вторая орхидея, прям буквально на днях одна из постоянных зрительниц нашего канала в комментариях написала: покажи орхидею нежильца. Было такое видео у нас. Вставлю сейчас вот сюда принтскрин, ноябрь. Это, друзья, ноябрь 2021 года. Несколько месяцев спустя орхидея пират Пикати, розовый пират Пикати, Трилипс. После покупки весной купил из частной коллекции. Покупал как пилор, оказался Трилипсом. Но он красивый. И, значит, летом, весной купили, а к лету он сбросил корни. Вот такая длинная корневая шея, обильно, просто вот толстым слоем, как в сникерсе с шоколадом, так у нас у этой орхидеи толстым слоем Максима было замазано основание, зачищено, и оставалось всего 3 листочка. Это было чуть больше года назад, получается год. Это видео, значит, про эту орхидею нежилец пират Пикати. И мы ставили ее в стимулирующую посадку, в маховое гнездо для наращивания корней. Вы сами видите, внизу несколько здоровых корней, потом длинная шея и 3 листочка, такая пальма своеобразная. И, собственно, было потом видео, когда мы обрезали ее, доставали, чистили. И вот, друзья, спустя, значит, вот столько, почти 2 года, вот она, та самая бирочка, которая на принтскрине я сейчас вам показывал. Авторская бирка от предыдущего хозяина, который мне продавал эту орхидею из собственной коллекции. И вот на сегодняшний день, посмотрите, она у нас в закрытой посадке. Здесь у нас
архиата, по-моему, да, архиата и маховой фитиль. Вот так вот у нас здесь корни у нее уже наросли, у этой орхидеечки. Значит, от былых остатков тех трех листиков, как три тополя на плющихе, один остался вот этот листик. И вот молоденькие, новенькие вот такие вот листочки. Раз, два, три, четыре, 5 листочков новых она к тем нарастила. Вот такой пучочек у нее. Как лаврушка, друзья. Как лаврушка. Вот такая вот орхидея, друзья. Это вторая орхидея, не жилец, которую прямо, ну реально, когда я ее показывал, ее вот с этой длинной шеей, когда замазывал кистью Максимом, огромное количество людей писали, что ей хана. Вот, что все, замучил орхидею. Но, тем не менее, прошло чуть больше года, и вот мы имеем то, что имеем. Она, кстати, у нас входит тоже одна из участниц пиратской команды. Пиратская команда — это небольшая коллекция. Сколько там у нас? 4 пирата. Это 5-й пират. Плюс 2 пирата мы разыграли на канале. Это уже 7. То есть у нас была такая команда пиратская орхидей разного окраса и разной мутации. Пилорики, бабочки, трилипсы. Это вот трилипс в окрасе розового пирата. Есть стандартный пират. Ну, в общем, у нас есть плейлист. Так и называется орхидея пират Пикати. Кому интересны варианты цветения как окрасов, так и форм самих лепестков, можете зайти в этот плейлист и посмотреть, как мы сажали, пересаживали. Они тоже, кстати, в закрытую систему пересажены, прекрасно себя чувствуют. И какие-то из этих пиратов, друзья, мы тоже будем разыгрывать на нашем канале. Как это мы всегда делаем, каждый месяц, в каждую последнюю субботу уходящего месяца в 10 часов по Москве разыгрываем десяток-полтора орхидей на нашем канале среди подписчиков и зрителей нашего канала. И, кстати, январь тоже у нас не без исключения. Послезавтра у нас розыгрыш, но подробно я в следующем видео все расскажу. Покажу новинки орхидей для январского розыгрыша. Половину я уже показал, вторую половину завтра покажу в следующем видео. И, собственно говоря, сделаю такой небольшой анонсик. Ну, друзья, еще хочу раз попросить вас в связи с тем, что, возможно, не хотелось бы, но, возможно, могут доступ к YouTube российским пользователям до конца февраля закрыть. Поэтому, чтобы не случилось, заходите в группу Архамания ВКонтакте. Ссылка в описании под нашим видео. Присоединяйтесь. Если что, у нас там выходят видео, дублируются те же самые видео. Плюс, если что-то случится, там будем проводить прямые эфиры. Ну, а тех, кто смотрит еще и второй канал мой про жизнь моих питомцев, то у нас это в Яндекс.Дзене. Тоже ссылочка в описании под этим видео. Не потеряемся. Обязательно заходите, подписывайтесь. Тем более, что, кстати, на Яндекс.Дзене там тоже про орхидеи выходит видео, и там их в 2 раза больше, чем здесь на YouTube. В общем, кто спрашивал, друзья, про этих нежильцов, пожалуйста, вот они, живее всех живых. Орхидейки Джена и розовый трилипс пирата Пикати. Все, друзья, всем до встречи в следующем видео. Всем пока.